Всем привет! Сегодня я хочу рассказать в очередной раз о том, как прошли мои парфюмерные выходные, где была, что видела. Вот. И, как видите, у меня новый аромат Coco Mademoiselle от бренда Chanel. Это первый аромат от этого бренда в моей небольшой скромной коллекции. Он мне встретился случайно на блошином рынке. Женщина продавала два оригинальных аромата. Один был от бренда Elisa, другой вот данный аромат от Chanel. В общем, я, конечно, и не думала, и не гадала, что на этом рынке я могу увидеть такие прекрасные ароматы. Но, как видите, даже бывает так. В общем, там, где я обычно покупаю миниатюрки, туда я забежала в начале. Там тоже были интересные новинки. Был набор от бренда Dior. Там было 5 ароматов, там 3 было женских и 2 мужских в этом наборчике. Набор довольно-таки уже не новый, но в хорошем состоянии. Почти все флакончики там полные, только Дюна наполовину не полная, но, скорее всего, просто испарился аромат. Также там был еще Мисс Dior, также Фаренгейт, Eau de Sauvage и Poison классический от Dior. Все это там было по 5 мл. Мисс Dior это первый вариант аромата, классический Мисс Dior, не перевыпущенный. То есть этот набор из таких уже более, скажем, винтажных ароматов, которые были выпущены довольно-таки давно. И сам набор, как я уже сказала, не новый. Ну, в общем, стоил он по цене немного дешевле, чем вот этот Coco Mademoiselle, который я приобрела в итоге. Но его я приобрела уже позже. Ну, значит, что еще было новенького? Что я увидела? Был флакончик тоже на 5 мл черной магии Mage Noir от Lancôme. Тоже винтажный. Там тоже полфлакона уже, видимо, испарилась или же было использовано, не могу сказать, но там жидкость уже потемнела. Это такой уже настоявшийся аромат, которому много-много лет флакону данному было. И я даже не узнала его стоимость, потому что я понюхала его из флакончика. Да, аромат, конечно, интересный, мне бы не помешал бы он тоже, так как я вот собираю все вот эти классические ароматы, олдскульные. Мне тоже бы, конечно, хотелось бы его иметь, но я думаю, что цена там была бы не особо бюджетная, так как это редкость уже сейчас, и особенно у нас в городе. И это уже, скорее всего, только для любителей этого аромата, кто захочет купить его за эту цену. Ну, я, конечно, не знаю сколько, но думаю, дороже он бы стоил, чем обычная миниатюра у этого продавца, так как этот аромат уже нигде не встретишь. И есть любители, которые готовы, скорее всего, за него выложить определенные немалые деньги. Поэтому я решила все-таки не зацикливаться на нем, так как, в принципе, ну, обойдусь я. Я, конечно, еще о нем так особо информацию не читала, так как не было его в наличии. Может быть, поинтересуюсь, почитаю. Но, конечно, какие-то там заоблачные деньги не собираюсь за него платить. Если будет бюджетно, то, может быть, приобрету. Ну, в общем, пошла я дальше. И неделю назад я уже видела этот Coco Mademoiselle, продавался. Ну, первый раз он появился на рынке неделю назад. И тогда я его не купила, так как не знала никакой о нем вообще информации и никаких отзывов. Не знала, что это и как. Из флакона тогда я понюхала и вообще тоже не поняла, что, о чем и зачем он именно мне, не могла я сразу так сориентироваться в пространстве. В общем, решила тогда не брать, подумать, почитать. И если появится желание, тогда уже, думаю, вернусь за ним в следующие выходные, если будет в наличии. Вот. Ну, так как цена была тоже такая достаточно, ну, не совсем бюджетная, такая средняя цена. Ну, конечно, для Chanel это очень бюджетно, это намного дешевле, чем он стоит сейчас в официальных, в интернет-магазинах он стоит. Я посмотрела, 19 тысяч стоит вот этот, это у нас версия Eau de Parfum Intense, это выпуск 2018 года был релиз этого аромата. Это уже переработанная версия, более современная, более сладкая. В общем, и я тоже, почему его тогда не купила, потому что мне нужно было как-то убедиться. Я, конечно, увидела, что флакон вроде бы красивый, все и похож на оригинал.
ну, по общим ощущениям, но мне, конечно, хотелось посмотреть более подробно в интернете, как выглядит оригинальный флакон, ну, чтобы как бы не вляпаться в подделку за немаленькие деньги. Поэтому, ну, могу сказать, что по сравнению с интернет-магазином этот стоил мне почти в 4 раза дешевле, чем полный флакон в интернет-магазине. Ну, уже сколько бы он в оффлайне стоил, я вообще молчу, потому что в оффлайне, что могу сказать, вот недавно смотрела я, вот, допустим, понравился мне Dolce Gabbana The One, и что-то больше 20 тысяч мне заявили сумму, ведь там, по-моему, или 30, или 50, не помню, сколько миллилитров. Ну, небольшой флакон, не сотка точно. И там что-то 23 или 25 тысяч, мне сказали, он стоит. Я не знаю, откуда такая заоблачная цена. Вроде бы в интернете тоже он намного дешевле. Ну, в общем, такие вот у нас цены в оффлайне на такие вот какие-то знаковые ароматы, на такие более известные бренды. Поэтому вы можете себе представить, сколько бы стоил вот этот аромат где-то у нас в городе в оффлайн. Это просто, наверное, 30 это был бы еще не потолок, наверное, для него, я так думаю. Поэтому то, что я за него заплатила, это просто очень бюджетно для этого флакона. Тут 3/4 в наличии, то есть где-то 75 миллилитров здесь остаток. По-моему, мне этого хватит очень надолго. В общем, ну, в общем, да, я все-таки почитала отзывы и пришла к тому, что все-таки не мешала бы мне цена более-менее нормальная. Можно, и так как Шанель еще нет у меня полноразмерных, мне все-таки захотелось все-таки мне что-то из Шанель попробовать и попользоваться более активно, потому что то, что раньше у меня было, это были только маленькие от Левантики, и, конечно, там я особо разгуляться не могла. У меня был Коко от Левантик, по-моему, или 1 или 2 миллилитра всего лишь так на пробу я покупала. Он мне понравился, могу сказать, да, он, конечно, не молодежный, он такой более специевый, тяжеленький такой, но я не скажу, что он слишком тяжелый и бабкин аромат, вообще нет. Абсолютно мне понравился, я бы хотела вот такой же флакон или поменьше размером. Коко тоже бы с удовольствием бы приобрела. Ну, если, конечно, не за 20-30 тысяч, но за какую-то приемлемую цену, или же миниатюру хотя бы, вот с удовольствием бы попользовалась Коко. Мне тоже нравится. Но вот этот аромат, значит, я что хочу сказать, да, я пришла к выводу, что все-таки я его хочу купить, и когда пришла на рынок, я думала, возможно, его уже, конечно, не будет, потому что это большая редкость у нас на рынке встретить такой аромат, ну, а людей там все-таки много проходит, поэтому я думала, что его уже, скорее всего, может быть, и не будет в наличии, но мне повезло, и он был в наличии, поэтому я его купила и ни капли не пожалела. Ну, а сейчас я еще расскажу предысторию о том, что было раньше, да, что было в начале. В общем, я с этим ароматом вообще не была знакома. Он был выпущен согласно сайту Фрагрантика в 2001 году. Парфюмер Жак Польш. Ну, в общем, все это знают, наверное. Что касается пирамиды, то это у нас в верхах это цитрусовые ноты. Я так обобщенно буду говорить. Потом средние ноты это больше цветочные, жасмин, роза и так далее. Ну и базовые ноты это древесные, мускусные. И также пачули. Ну, в общем, такие более сладкие, тяжелые ноты. Этот аромат именно версии Intense, он заявлен как восточный древесный. А первая версия... Да, в 2001 году это была выпущена первая версия его, которая была восточно-цветочная. А вот этот уже 2018 года переформулированный, слегка переработанный, я бы сказала, он уже восточно-древесный, в 2018 году он вышел. То есть, да, судя по отзывам других блогеров, то, что я услышала, что этот аромат, он более сладкий. Здесь добавлены фруктовые ноты по пирамиде, если смотреть. В первой версии их не было. И он, скажем так, он менее цитрусовый, менее прохладный и какие-то еще металлические ноты вроде как в нем не звучат или не так явно. В общем, он, хоть и говорят, что он очень-очень похож на первую версию, но немножко с уклоном, видимо, в сладость. Ну, в общем, то, что сейчас более актуально, да, все-таки сейчас более сладкие ароматы в тренде, в моде и так далее, поэтому, видимо, решили
вот выпустить такую версию чуть более тяжелую, менее какую-то противоречивую, возможно. Вот многие говорят, что эта версия для них более приемлема для ношения, так как на первую версию у них там фукали их там семья, мужья, окружение, почему-то там кому-то он мог не нравиться. Хотя считается, что все-таки это очень комплементарный аромат. Вот я тут какое-то у меня тут противоречие, я не могу понять, какой-то у меня диссонанс. Вот одни блогеры говорят, что это супер комплементарный аромат, что все его замечают именно про первую версию, а другие говорят, что вот муж фукает и просто убегает, когда она пользуется этим, той первой версией пользовалась. Ну, в общем, я немножко тут, конечно, ну, это, видимо, индивидуальная непереносимость у кого-то может быть. А также, что хочу сказать, тут, наверное, важный момент еще то, наверное, дозировка использования аромата. Все-таки, возможно, если человек очень много использует на себя и потом сядет в машину, допустим, с кем-то, да, в закрытом таком пространстве, то действительно, возможно, и произойдет такая вот антикомплементарная реакция у людей. Ну, а если где-то вы услышите его в шлейфе, допустим, вот как я уже убедилась, что в шлейфе он действительно очень приятно звучит, потому что вот я, например, нанесла его на блотер и положила на, на полку этот блотер, и потом, когда, проходя мимо, я ощущала этот аромат, он был очень приятным. И вот я такого вот не помню раньше, чтобы я нанесла аромат, и я просто, проходя мимо, чувствовала его, ну, не утыкаясь в него носом, да, не приближаясь к этому блотеру, я все равно ощущала аромат. А вот этот представитель, он настолько интенсивный, что вот от одного пшика настолько вот он такой диффузный, он распространяется в воздухе, и даже от блотера просто исходит прекрасный аромат. Он по-другому звучит, чем, например, если вы нанесете на запястье и уткнетесь в него носом. Это будет по-другому звучать. Это вот уже мои наблюдения, то, что я уже ощутила на себе. Ну, вообще, я, конечно, пока еще не пойму именно о чем он. Ну, вернее, я понимаю. Ой, так это трудно описывать ароматы, извините, конечно, что я как-то сбиваюсь, и все это так. Но что хочу сказать. Но мне даже нравится то, что я его не до конца понимаю, потому что вот именно этот момент мне интересен, допустим. Я не могу разложить его на ноты, он трудно поддается раскладыванию, потому что он какой-то округлый, он мягкий, в нем нет выпирающих нот, нет выпирающих ни вот этих кислых цитрусовых, они вот такие более подслащенные какие-то, они не настолько колкие, они такие вот мягкие, что они как-то сливаются с вот этими цветочными нотами, а также с нотами пачули и древесности. Это настолько все как-то гармонично переплетено и настолько гармонично между собой соединяется, что мы ощущаем просто какой-то аромат. В нем есть и сладость, есть, если прислушаться в нем, вот эта кислинка цитрусовых, но она не кричит. То есть действительно он такой очень цельный. Но это то, что вот я могу сказать. То, что он цветочный, да, он создает какое-то ощущение медовости также для меня, по моим ощущениям. Также ощущение фруктовости и, возможно, персика. Аромат персика я здесь слышу, ну, какие-то такие отголоски, скажем, не явно, но отголоски. Вот общее ощущение фруктовости вот этих оранжевых, желтых фруктов. Ну и цитрусы, возможно, сладкий апельсин, сладкий мандарин, вот такое что-то не слишком кислое. Нет в нем вообще этой кислой ноты абсолютно. Возможно, только в начале при распылении, когда вы только его распылили, возможно, вы почувствуете именно кислинку, потом она быстро уходит. Ну, вот то, что могу сказать о самом аромате. Очень я довольна, что мне удалось его приобрести все-таки за приемлемые деньги. Еще раз убеждаюсь, что в принципе ходить на барахолку это никак не зазорно, а очень даже интересно, и даже иногда можно найти там вот такие вот жемчужины, скажем так, которые вообще в городе нигде не представлены у нас сейчас. Нет ни этого бренда, возможно, только какие-то из старых еще закупок есть что-то, но это, еще раз повторюсь, будет стоить сейчас очень-очень небюджетно, поэтому здесь как бы
Я считаю, что мне очень повезло купить его за приемлемую цену. И хоть я и раньше не мечтала об этом аромате и не была с ним знакома, и никогда не пользовалась им, не хотела его приобрести, но так как я, естественно, логично, я его не знала и не хотела приобрести, но, в принципе, то, что по случаю я его приобрела, и я решила так, что раз этот аромат так многим людям нравился, раз он если он настолько популярен, то мое такое мнение, что все-таки это не может быть какой-то плохой, ужасный и неприятный аромат. Поэтому я решила так, что я все-таки ознакомлюсь с ним, попользуюсь им, и потом уже сделаю какие-то окончательные свои выводы, возможно, об этом бренде или только об этом аромате. Вот, поэтому вот решила я все-таки его купить. Еще хочу отметить, что флакон очень красивый, конечно, флакон просто прекрасный. Сразу ощущается то, что это не дешевая вещь, что это какой-то люкс. Крышка очень тяжелая, тоже красивая, блестящая, стеклянная. В общем, все это очень достойно выполнено. Дизайн мне тоже очень нравится, вот этих флаконов. Это такой классический дизайн, такой архитектурный, в стиле какой-то классической архитектуры. И вот я, например, люблю такие сдержанные формы. Я ничего не имею против, конечно, и вот этих красивых арабских флаконов. Но вот это вот мне тоже очень нравится. Мне кажется, очень стильно выглядит. Вот, поэтому такое вот мое первое впечатление об этом аромате, такая история его приобретения. Конечно, я стараюсь покупать, если я вижу какие-то ароматы старой школы, это, конечно, аромат не совсем, скажем так, но это тоже классика, поэтому я решила, что мне нужно с ним ознакомиться все-таки, хоть и раньше такой возможности не представлялось, но сейчас вот так как такая вот возможность появилась, то грех не воспользоваться, скажем так. Вот. Это все, что я имею сказать на сегодняшний день о нем. Позже, возможно, уже сниму какое-то более свое окончательное мнение. Итак, желаю всем интересных парфюмерных покупок, впечатлений, хорошего дня и пока-пока.